Так, Паша, привет. Привет. Расскажи, какой рейтинг у тебя в настоящее время? На сегодняшний день рейтинг 1250. Так, на прошлом туре, если кто следит за вашей командой, ты выиграл одних из самых сильнейших игроков на этом туре. Это Артема Панченко и Эдуарда Погони. И думаю, многим интересно будет, кто следил за этими встречами, чем ты сейчас играешь. На сегодняшний день я остановил свой выбор на основании Butterfly Harimoto AOC. Вот. Так, а накладки какие? И, соответственно, накладки Geva Nexus 53 харды с обеих сторон. EL. Так, на прошлом туре, как мне не изменяет память, ты играл накладками Tenergy 0.5, правильно? Да. Почему ты выбрал именно Nexus? Tenergy 0.5 для меня менее контрольные, и они, в моем понимании, живут своей собственной жизнью. То есть, ну, например, при перекрутке длительной у Tenergy может быть просто так сваливание мяча в сетку. Вот дальше что я могу сказать? То есть на приеме ими тоже не сильно хорошо, комфортно играть. Вот. Поставил себе старый Geva Nexus, именно старый в том, что я ими уже играл и на Кубке России довольно неплохо выступал, есть хорошие победы. Именно этими накладками они очень хорошо контролируются как в средней зоне, как в ближней, на приеме. И что самое интересное, они очень долговечные, то есть они у меня прослужили 9 месяцев и не покрошились, и были актуальны спустя 9 месяцев, а это очень редко. Вот я сколько я пробовал играть Geva Nexus 53 градуса, вот у меня была проблема в том, что края крошились. У тебя нет такой проблемы? Вот, судя по этой ракетке, начали крошиться. А предыдущие версии? Предыдущие накладки вообще не крошились. Я не знаю, может быть какая-то партия была. Раз на раз не приходится. То есть был 9 месяцев, вот в таком же состоянии у меня выглядела 9-месячная накладка. Один в один. В таком. То есть ничего, ну сейчас почему-то где-то что-то крошится. Так, а почему ты остановился именно на этом основании? Я уверен, что ты до этого уже много оснований перепробовал. Да, я играл и Вискарий, и Доник Вальднер, Карбон. Много что перепробовал. Ну, Harimoto мне нравится тем, что она добавляет вращения в игре. То есть, когда ты пробиваешь мяч до основания, там, ну, он энергичнее отскакивает именно вторым отскоком от стола. То есть не от ракетки, а именно уже поступательно на половине соперника усиливается вращение. То есть мяч сильнее ускоряется или же наоборот сильнее садится и то и не отскакивает. То есть у этого основания нестандартный отскок, то есть он может быть как взлететь мяч вверх наскоком на соперника, или же вообще мяч просесть вниз и вообще не отскочить. То есть там такое рандомное, мне это очень нравится. То есть, допустим, я могу сделать сильно, на мощность мяч вообще не отскочит. Или наоборот, он сам захочет и вверх подпрыгнет. То есть вот этим мне нравится, что нестандартный отскок и сопернику сложнее. Накладки, точнее, пробуешь бастерить? Нет, ни разу не пробовал. Я думаю, что вата будет. С этими накладками, да? Да, думаю, вата будет. И будет все валиться при сильном, так сказать, прижатии. Еще вот такой вот момент я у тебя заметил. У тебя очень толстая торцовая лента. Вот если приглядеться, и мягкая. Она тебе в игре никак не мешает? Нет, это дело привычки. Вот. То есть баланс никуда не нарушается у тебя? Ну, я не чувствую никаких этих самых изменений. То есть, что без ленты, что с лентой. Просто меньше мячи разбиваются, как на тренировках, и как бы и накладки не отдираются. То есть она служит как бы защитой. То есть раз где-то проскользил об стол, она все это держит, не отклеивается лишний раз. И не надо ее будет сдирать, потом полностью переклеивать. Еще такой момент, обратил внимание, как бы сейчас не у всех такое видишь, что у тебя ручка анатомическая. По крайней мере, из своего окружения, так смотрю, либо в основном играют расклешенными, либо реже уже прямыми. Ты играешь анатомической. Почему выбрал именно анатомическую? Ну, анатомическая мне позволяет перехватывать для игры справа разные, больше градус угла делать, и при игре слева тоже. Просто прямая, допустим, ручка, она может быть хорошо вертится в руке, да, на перехвате, но это для шиповиков больше. Вот. Ну и опять же, говорю, все дело в привычке. То есть я раньше и прямыми играл, но вот расклешенными мне не нравится то, что получается вот эта вот юбочка, да, она упирается вот здесь в кисть, и как бы невозможно. Во время игры слева или справа? И справа, и слева. А здесь она, вот видите, она прям на подушечку ложится вот здесь.
Вот она четко вот так. Угу. И можно кистью спокойно работать. То есть тут меньше юбка, вот это сама. Все, понял. Все, Паш, спасибо. Удачи тебе в игре. Ребят, вам также. Пусть победит сильнейший.